Посмотрите, какие они мягкие, пышные, как пух. Этот рецепт пирогов передается в семье моей тети Светы из поколения в поколение уже более 120 лет. Его пекла еще бабушка в русской печи, потом ее мама, а сейчас готовит моя тетя Света, у которой за плечами более 50 лет опыта. И именно поэтому эти пироги всегда получаются идеально. Даже если у вас раньше не получалось тесто. Обязательно досмотрите до конца, я покажу момент, от которого зависит вся пышность. И если вам нравится, поддержите тетю Свету. Она очень переживала во время съемки. Будем сегодня готовить пироги по-ляховицки. Берем 100 грамм дрожжей, разминаем и добавляем теплое молочко. А сколько молока сразу? Литр. 100 грамм дрожжей, 100 грамм дрожжей и литр молока. Разводим в емкости. Ага. Тепленькое молоко подогретое. Да, конечно. Ну, что тут чай. Угу. Вот. Все это размешиваем. И сахар. Сахар стакан, да? Да, это вот, нам, чтобы активировались дрожжи. Ага. Вот так. Неполно высыпали. Тетя Света, так вы садитесь, может. И разводим это молочко с дрожжами, размешиваем. Готовим такую опару. Это опара называется, да? Да, называется опара. А я вот хотел попутно спросить, вы прям подносите, чтобы видно было в кадре. Угу. Мука, да? Да, берем муку, любую муку высший сорт. У нас на данный момент лидская, наша белорусская. А вот хотел узнать, вот Пасха скоро будет. А вот для куличей такое же подойдет? То же самое тоже, тесто. Да, то же самое тесто. О. Это и есть. Просто все зависит от формы. Да. Ну, там просто своя форма куличей. Ну, на Пасху. Вот, и сюда всыпаем муки, чтобы сделать такую пару. Примерно грамм 300. А остальную муку потом будем добавлять, да? Да. Потом ты граммовку распишешь. Ну да. Вот на это количество. 2 килограмма муки, литр молока, 100 грамм дрожжей. И сразу разводить в большой емкости. У нас большой тазик. Да, в большой емкости, потому что будет подходить и так удобнее. Ну, знаешь что, вот это ставим подходить примерно на полчаса, минут 40, чтобы образовалась такая шапочка, чтобы заработали дрожжи. Друзья, пока подходит опара, сейчас я вам ее покажу. Процесс уже начался, идет хорошенько. Уже начало подниматься все. Прекрасно. Отставляется в стороночку и... отмерили 200 грамм изюма, заливаем его горячей водичкой. Промыть, да. Вот подсказываете, да. Угу. Далее, что вы еще не видели? Теперь... Мак надо кипятку. Сколько мы масла взяли? Мы взяли где-то грамм 150 масла. 150 грамм масла растопили на водяной бане и добавили сахара. А сколько? Такой стакан сахара. Стакан сахара пошел на опару половина, да, половину. И половину на масло. Теперь стоит задача сделать маковую начинку. Мак. Вот я Истолочь мак, перемолоть в кофемолке. Мака мы возьмем стакан. Да. И у нас будет 3 вида пирогов с маком, с корицей и с изюмом. Да. Друзья, мак надо несколько раз. Вот сейчас Светлана несколько раз промывает, изюм. Да, потому что он грязный достаточно. Далее сейчас я на кофемолочке мак измельчу, да, и потом
уже... Запарим его. Да, его главное запарить еще. Надо за два. А да, то есть за 3, ну. На, мели. Ага. Вот. А сразу в кипяток. Угу. Мы его будем выпарывать. А, вот я так даже и не знал. Угу. Осторожно сюда сыпь. А, ага. Тут Одну порцию так. сыпали. Так не надо вот. Ага. Ну, потом ты все так. Давай еще. А воды немного ж надо, да? Да, воды немного. А вот Миша. насыпать. Немножко это будет тоже многовато. Замного. Ну, я люблю много мака. Угу. Но видишь, ты плохо с маком Да. поднимаешь. Высыпай его сюда. О, и там он белый стал даже. Да, там ж молочко. Дай. В итоге, друзья, у нас получается обычный стакан мака пошел на 3 раза. Кофемолку промолоть. А сколько мы воды брали примерно? Стакан или Да, стакан, да? 1 к 1 получается. Угу. Но надо хорошо проваривать, выпаривать жидкость. А сколько по времени выпаривать и как понять, когда уже оно готово? Густовато будет. Мы сейчас, друзья, покажем, какая консистенция должна быть. Поменьше это. Вот так, на маленьком огне. Да, на маленьком огне надо. Готовится маковая начинка. Ну, сюда тоже можно добавлять этот изюм. Такие корицу ж можно, наверное. Не, отдельно. Корицу отдельно. Не смешивается, да? Не, ну вот с маком то можно на... Пусть будет еще отдельно. В другой раз да. можно сделаешь так. Все, это забирай. Так, мне так ложку добрую масла сюда. В маковую начинку добавляем примерно 2 ложки сливочного масла. 2 столовые ложки сливочного масла и сахара по вкусу. Сахар. Сахар буквально. Ну, примерно сколько? Пару ложек. Смотри, где-то 2 столовые ложки. Ага. И может консистенцию покажите. Да, я сейчас вот провариваю, чтобы выпарилась вода. Начинка будет такая густая сметана. Консистенция густой сметаны получается. Да. Ну, пусть вот на маленьком огне выпарывается. Вот попробуй. Ну, хватает сахар. Чуть. Давайте так. Раз. Да, я люблю, чтобы не сильно сахар. Хотя можно еще Вот ложку, понимаешь, да? вот эта вот маковая начинка, которую делают. Там и муки, эмульгаторы, всякое такое вот. Так я вот и хотел взять, как почитал состав, что там... Ты за сколько выписал мак этот? Этот 20 или 17 рублей за килограмм. Ну, а Таня вот за 23 рубля нашла на Озоне. Около 20 рублей. А Валер, Олег тогда за 12 рублей был нашел. Ну, это вот килограмм, да. Килограмм за 12 рублей Ого. заказывал. Так я покупал пакетики маленькие, 300-граммовые в грошике. Угу. По 3 рубля с копейками. То есть, Смотри, сколько сейчас время? 27 минут. Ну вот. Почти полчаса уже. Все. Настаиваю это тесто. Так, короче. Может этот
Сливать нет? Сливать на друшляк. Вон Чё, друшлаг подсох. сзади вас. 3 разные тогда. Так. Так, промыли и замоченный изюм. 200 грамм изюма. И пусть он просыхает. Подсохнет. Немножко. И уже в кастрюльке хорошо там бурлит. Да-да-да, выпаривается жидкость из мака. О, опара. Вот такая у нас опара получилась. Так она больше, чем в 2 раза даже поднялась. Да-да-да. И сейчас мы сюда добавляем масло 150 грамм и сахар оставшийся, который стакан был. Полстакана получается сахара. Не, ну вообще у нас же на это тесто стакан сахара. А, да. Ну, полстакана на тесто на пару, пошло. да, и полстакана. И вот полстакана сюда пошло. Да. Сейчас мы сюда будем всыпем ванильного сахара. А сколько примерно? Ну вот, примерно сейчас. Я же все так на Ну глаз. да, на глаз, да, ну примерно шипнуть. Примерно где-то 2 чайные ложечки. 2 чайные ложечки сахар ванильный. Не ванилином. Ванилином можно было по дну, а сахар. 2 чайные ложечки. Так. Будем яйца взбивать. Угу. А сколько яиц нам надо? Ну вот на это количество, Угу. на 2 килограмма муки, литр молока, смотря по, ну, какие яйца. Ну, мы будем вот 4 яйца. У нас домашние яйца. 4 яйца. Сейчас я забью. Есть у тебя этот венчик? Да, сейчас. Есть и такой электрический. Нет, нет, нет. Я в отдельной емкости тут взбиваю. И сильно так перемешать. Угу. Вот что значит домашние яйца. Да. Такой желток. Да-да-да. Желтенький, красивый. И булки будут желтые. А вы не добавляете эту куркуму для Нет, этой не. желтизны? Ни разу не добавляла. Можно попробовать. Потому что вот, ну, я как эти ваши булки не кушаю, они такие желтые, красивые. Не, как все равно это с что, куркумой. свои яйца. О, большое дело. Так, Так, добавили это все мы в опару, тесто. как опара хорошо подошла. Сейчас все размешиваем. Не забываем помешивать мак, чтобы не пригорел. Ну, кстати, его уже можно выключить, и пусть он остывает. Ага. Так. И сюда будем просеивать муку. Ее первую не просеивали. Есть стакан для просеивания, а есть друшлаг. Что лучше? Чем удобно? Ситка такое что-нибудь. Есть сейчас. Угу. Есть такое. Наверное, долго будет. Ну, давай попробуем. Будем постепенно добавлять муку. А вы всегда просеиваете муку? Всегда. То есть он дает результат, да? Ну, она насыщается воздухом, А, насыщается кислородом, и лучше оно тогда поднимается. Вот на сито такое. угу. Ситка. А на выходе сколько получается там уже готовых, так сказать? Ну вот 4 будет Такие вот булки. эти формы. эти Формы, большие. да, 4 большие. Ну там-то формы, да, такие здоровые. Ну все, тут вот остаточки остались, и которые вот можно это. А вот в кастрюле. Мгм. Так, и это будем
размешивать А вы постепенно, получается? Да? постепенно. Потом же, когда густо, тогда уже будем руками. Ну, тут немножко мак попал, но Да, ничего. да. Ну. Мне, наоборот, больше всего почему-то с маком нравится. Ну, на любителя. Да. А раньше с корицей нравилось больше. Ну, я всегда делаю и так вот. И тех, и И тех. тех, и тех. О, как оно на глазах преображается. А как вы понимаете, до какой густоты надо делать? Или чисто 2 килограмма? Ну, оно входит 2 килограмма. Но бывает немножко там, буквально 50 грамм, 100-150 грамм плюс-минус. Ну Все да, зависит от муки. Да, а вот Оно как дол- понять, когда Оно надо? должно быть не забитое мукой, легкое. Легкое. Да. Ну, вот будем еще вводить. Одну такую. Но уже этим не решать уже, наверное, не сможем. Надо уже будет руками. На этом столе то вымешивать тяжело будет. Треба ниже. Ну, я немножко там начну и пойду туда. Да, так и, да. Или я могу помешать тут. Что такое Ну, дело, что? О, хорошо, как она. А мука именно пшеничная высшего сорта надо. ну да. А вот и если там ржаная, это не идет Ну, сюда. ну, это уже ржаная на хлеб. А, ну да. На хлеб, это хлебная мука. Для пирогов не подходит. А почему не подходит для пирога? Ржаная мука. Ну да. Ну, где-то видел пироги ржаные. Не видел, поэтому и спрашиваю. Хлеб, да, согласна. Так. Сейчас. О, почти вся мука и пошла. Этот вот хороший у тебя этот таз. Удобный. Ну да, такой объем. Ну. У меня то пластмассовый. И вам пахнет маком? Ну, вот я только хотел сказать, что пахнет маком. Все, нам уже это не подойдет. Это уже, значит, руками надо, да? Да, руками уже не проворачивается эти. Тут хоть не видно. Нет. Ну, если хотите. О, нет. Не-не-не. Все. Вот. И сейчас будем вымешивать. Потом- А как долго надо вымешивать и как вы понимаете, что готово? Ну, оно должно отставать от рук. А, не липнуть. Не липнуть, да, должно отставать от рук. Но немножко там будет добавлять немножко подсолнечного масла. А вот сзади вас. Ну, пока не надо, пока еще. О. Хорошее такое вот тесто, оно просто вопрос пальцы проходит. Красиво. Но чувствуется, что еще муки хочется. Да. Просится муки. Так. А вот давайте насыпаем. А много сыпать, нет? Сып. Там, чтобы буквально 100 грамм осталось нам на Ну, раскат. если что, еще есть там мука. Не, больше не надо. Норма. Ну, все по норме. А давно вы вообще печете? Всю жизнь пекла моя бабушка, папина мама, Моисючиха, баба Христина. Да. И мама от ее научилась. И мама. И мама. В Всю кастрюлях. жизнь кого які... Именно этот рецепт? Да. А это сколько получается этому рецепту? Ну, если грубо, так лет. Ой, если грубо, это уже... 100 лет это точно. Вот, точно. Я 100 лет уже есть. Да. Ух ты. Ну, Да, рецепт проверен временем, что называется. да. Ну, это я беру на 4 килограмма, на 2 килограмма муки. Мама делала сюда больше штаз на 4 где-то килограмм, на 3 литра молока она делала. Вот, Ага. больше, Да. чем в 2 раза. Да, Ух ты. она делала. Ну и нашу печки.
Ну, а в печке ой, совсем по-другому. Печки мы уже. А я помню мамины те пироги. В кастрюле она их Да. У запекала. мамы получалось 6-7 булок, но вот такие вот Как форма кастрюли. кастрюли. Да. И вот раньше была еще такая рыба и васи, селедка, и вот эти Да, банки да, выдавали. да, я знаю такие. Вот. И потом уже будем делить на 3 Ну, 4 части. на 4 части, да. Мгм. И в каждую свою начинку получается. Да. Раскатаем. А это масло, яйца уже. Уже не нужно нам, только потом будет, если захочешь, смазать сверху яйцом. Если захочешь. да. Я бывает, когда смазываю, Что когда блестит. не смазываю. Ну, а вот почему-то... Желток с молочком. Вот почему-то с молоком, я хотел сказать. Да. А почему молоко добавляют? Ну, чтобы оно не застывало так быстро. А, Ну, и не такое было желтое уже. а долго вымешивать надо? Вот Минут 10. Минут 10, да? Чтоб ни 2 капельки муки не было. Для равномерности, однородности. Да. Как будто еще просит муки немножко. Нет. Нет? Вот вниз я смотрю, Я же еще- прилипает. Ну, я же еще не вымешала. А, Надо еще. а вот я бы уже сейчас еще Чтобы было однородная масса, тогда трошки добавим. Растительное. Як мама так много делала декстасики, всегда месил. Вот ну, тяжело. Да. А растительное масло, чтоб не приставало. Не приставала к этому, так вот немножко его. Ага, да. К тазику не приставало, Мгм. понятно. А оно еще поднимется, получается? Или... Да. Можете на весь таз. Ух ты. А я хотел про дрожжи спросить. Просто сейчас разные есть. Есть всякие... Вот всякие быстро... Ну, сухие всякие, ну, быстрые. это вже Ну, есть разница. як этих нема, так можна, ну, Лучше всего настоящие, Да. да. такие. То есть обычно, которые брикетиками. да, сырые. Сырые дрожжи. Так, давай. Чуть Ага. буквально. Ну, все. Или, а сейчас его руками, так вот, все равно, как выворачиваем. Так вот, чтобы положить нам в форму. Ну и руки маслом предварительно Да. смазать. Ну, немножко надо сюда еще масло. Тазик, чуть-чуть сюда масла, чтобы, ну, когда будет подходить, Мгм. масло подсолнечное. Какое у вас там оливковое. Вот. Потому что оно будет подходить, чтобы отставало от стенок. Вот такое вот. Видите, отстает от рук. Да, уже к рукам не липнет. Да. Все, можно заслать салфеточкой, пусть подходит минут 40. 40 минут подождать. Друзья, с момента замешивания должно пройти 40 минут. И тесто опять начинает стремительно расти. Я его накрыл еще 2 полотенчиками. И самое главное, не открывать окно, чтобы не было сквозняка. В это время смазываются формы. Вот у меня такие формы от хлеба. 3 такие формы. И одна вот такая вот большая. Смазывать лучше жиром. Или вот тоже Светлана сказала, хорошо пойдет вот кокосовое масло. Вот, рафинированное, 100% натуральное. Идеально для жарки, выпечки и так далее. Если уже нету жира, так сказать, или вот такого масла, используйте обычное масло. И вот так обильненько все смазывается хорошенько. И отдыхаем, ждем 40 минут, пока подойдет тесто. А потом будет интересная манипуляция. Я даже не знал такого.
Ну, совсем скоро вы увидите. Так, сейчас смотрим. Вот подошло наше тесто на пироги. Первый раз подошло, 40 минут подходило. Нам его надо обмять. Обмять для того, чтобы второй раз еще раз подошло. Чтобы было пушистое. Вот так. То есть через Немножко 40 минут мы вот так вот Да. сделали. А сколько 40 теперь минут ждать? постояло. Да, постояло, а обмяли. Обмяли, ну еще на полчаса, на минут 40. Ну, по готовности будем смотреть. Накрываем. Ну, примерно 30-40 минут. Да. Угу. Тесто подходит хорошо. Так, вот наше тесто подошло. Прекрасно. Вот сейчас мы его делим на 4 части. У нас 4 формы. На 4 части так, визуально. Делим его. И вот сейчас немножко припорошим мукой. Стол припорошим мукой и вылаживаем 1/4 часть. Вот, вылаживаем. И так можно раскатать, можно так растянуть тесто. Будем ложить начинку. У тебя нету такого, что раскатывать? Есть. Ну, чтобы было более... О. Угу. Немножко вот так мукой. Ой, какая хорошая это. У меня деревянная, но это более практично. Вот. Раскатаем и будем ложить. А сильно надо толстое тесто ставить? Нет, где-то на Или сантиметр. сантиметрик. Угу. На сантиметр. И будем ложить начинку. У нас вот начинка из мака. О, какая она шикарная. Хорошо выпарился, мы запарили этот мак. Мололи его, потом запарили, добавили сахар, масло. И вот сейчас вылаживаем таким толстым слоем. Так. Сейчас сворачиваем. О, какая красота. Сворачиваем в такой рулет. Немножко концы так зажимаем. И вот так вот, чтобы нас... Может, вот там ту форму Мария принеси. А вот, сейчас. Ага, вот это. Вот большой получился рулетик. Ага. Вот, ложим в форму. Все, и ложим, пусть немножко подходит. Можно в духовку. Ставь там в духовку одну и закрывай духовку, пусть она подходит в духовке. А сколько должно примерно постоять? Ну, минут 10. Ну, духовку мы еще не включаем. Не включаем. Да, Нет. духовка еще Не включаем. холодная. Да. Вот. Вот второй кусочек. Еще вот остается на... Ну, у нас будет 2 с маком, Да. 1 с корицей и 1 С изюмом. Угу. Слушай, это такая вот хорошая это вот раскатка. Ну, не прилипает. У меня особо. такое нет. Слушай, у меня, ну, есть деревянные 2. А у фикс прайсе, по-моему, брал. Ну, Это такое надо. удачно. Ну. А вот сейчас это присаживайтесь. Вот, еще сделаем один пирог с маком. Это сюда уже весь мак идет, получается. Здесь Эта форма не надо. Вот, размазываем по тесту. Ну, края оставляем, да? Да. Да.
можно к ножикам более... Есть такая лопатка. А есть. Вот. Еще у меня только нету. Угу. Вообще прелесть. Ну, тут по желанию хозяина. Он любит, чтобы много мака было, но она тогда немножко плоховато подходит тогда. Может То есть желательно вываливаться. поменьше мака, да? О, я фанат вот булок с маком. Это самые такие. Вот. И опять, заворачивать. да. Скручиваем такой рулетик. Концы зажимаем. Тут подворачиваем. Тут не это. И вот ложим в форму. Такую хлебную форму. Эти формы удобны тем, что 4 булочки ставятся в духовку. Без проблем на один уровень. А можно, чтобы они были не один уровень? Ну, то есть Можно еще под низ ложить решеточку, можно под низ. Ну, я так дома делаю, потому что у меня не входит все. Но они же уже неравномерно запекаются нижние. Это уже будет большовато. Да, это как-то помощнее. Но не трудно. Это последнее. Не рассчитано. Ну, Вот только последний. можно трошка отрезать это вот тесто в это. Будем вываливаться. Да. Да. А сколько корицы надо? Ну вот я сейчас на глаз. И надо сахара еще. А, сахар есть. Угу. Корица сахара, вот так одна будет горчить. А сахара сколько надо? Ну там жменьку. Жменьку. Вот корица. Я так все люблю. На глаз, чтобы чувствовать. Я тоже, да. Вот так горчить. Это тоже корица на любителя. О, я тоже фанат. Ну, на втором месте она после Ну. меня. Полезная ж, противовоспалительная. Да, да. А, ну то есть сахара так, чуть-чуть. Да. получилось. Чтоб не горчила. Ну, а уже вот я думала, формы нету, такую кастрюлю, да и кастрюлю так вот скручивать. Понимаешь? И получается... Как змеей. Да. И получается тогда, ну вот, кулич типа. Да. Такие круглые булки. Но на их у духовки много места надо. Но то, что в кастрюле, я тут такого даже не знал. Трохануза. Буде за... И оно еще подойдет, по идее, да? Ну, подойдет, да. Ну и вот. Последний кусочек. Который растянем. Ну, тут немножко попало. Мак. Да, это нормально. Это ж себе не на выставку. Да. О, красота какая. Ну, уже все весь. Да, что ж Много там. будет. Я люблю, чтобы Что за- много было, да. Что за дуже, то не bardzo. Я помню, покупаешь какие-то булки Может быть. в магазине, а там 2-3 всего попадает Да. ягодки, и ты их выколупываешь. Наковыряйте мне, да. Ну, а тут хоть вот Тут уже отъестись уже нормально. По-богатому. По-богатому. Вот так вот и кончики защипаем. И на низ.
вот такие формы, ну, вот та первая длинная форма. Мгм. Но у меня тоже такие, вот две и две такие, ну вот. Мгм. Ты удобные, что и как раз на всю получается Да, духовку. да. А тут уже трошка будут такие вот, тусматые. А дальше Все что? ставим в духовку, пусть минут 10 подойдут. Но духовку не включаем. Нет, не выключаем. Ну все свободно им тут. Получается, тут плохо видно, но все на одном уровне стоят. Да, Вот да, эти да. 3 и это на Да. одном посередине. Да, закрываем вот, ну, буквально на минут 5-10, чтобы они адаптировались к духовке, немножко подошли. Мгм. А И потом уже и саму Потом духовку. включаем духовку на 180 градусов на 40 минут. 40 минут. А Хай как-то подойдет. надо этой лопатой что-то там зубочисткой проверять? Не, ничего не Не? надо. 40 минут и все. Да, ничего не надо. Вот посмотрите, друзья, как оно подошло. Сейчас, сейчас вот так сделаем. Нет, вот так. Чуть-чуть выдвину. О, видите, мгновенно подходит просто на глазах. И все, включаем духовку. Время засекли. 180 градусов, 40 минут, Да, вверх и низ. да. Конверсии. Все. И через 40 минут ничего не проверяем, достаем, и по идее будет готово. Вот, щас. Булки посыпать, то можно сейчас вот смазать их желтком с мукой. Но С есть мукой. Или желток с молочком. с молоком. С молоком. Один желточек и ложка молока Мгм. смазать кисточкой. А если мы будем посыпать там кунжутом, сахарной пудрой, то когда же достанешь, когда они теплые, вот тогда можно тоже смазать яйцом и посыпать посыпку сверху. А потом уже не надо ставить в печь. Нет, не надо. Не надо, оно ж сразу схватывается, потому что горячая булка. Все, теперь я понял. Ні, ну треба ще, бо слишком, ну, хай трошки підпечеться. Да, но уже такие. Ну, это все зависит от духовки. Да. Я обычно Надо больше держу, да. Да, подзолотить их надо немножко, чтобы были коричневые. Это Да. сколько еще включаем? Ну, добавь еще 10 минут. А температуру не надо добавлять? Нет, температуры не надо. Все. 10 минут еще ждем. Угу. А я Так, тебе так, ну, Что мы сейчас будем делать? кисточка. Мы сейчас сделаем, чтобы помазать булки. Да, кисточка есть. Отделим. Белки желтков, да? Да. Отделим. И что нам надо будет? Еще Желток и... желточек. Сейчас размешать с ложкой молока. Ложечка молока. Вот размешиваем один желточек и ложечку молочка. Так, достаем. Ух, красавцы какие. А там я положил, если что, перчатку. Вот сюда, это знаешь, як я мені по одной, так я раз и вываливаю, да? Угу. О, как раз. Автоматически. А это вот бок трохи можно было. Еще подержать можно, да? Можна було подержати, бачиш, трохи. Ага. Дай трошки ще включи, хай на трохи дойде, бо тут йому було мало місця. А сколько включаем? Ну, кинь 10 минуточок. Як нам эту булку? Доставать с этой формы. Ну, на хлебозаводе. Это також вот вы тоже вытряхиваете, там же по 3 тоже. Ой, сами вываливаются. Ой, красота. Бляха. Гаряче. А может вот сюда? Мак высыпается. Вот, красавцы наши. Прям поднялись. Очень серьезно. Ух ты. Давай помажем. Сейчас смажем желтком с молочком. И посыплем. Чем это мак посыплем? Сахарной пудрой. Да. А те кунжутом.
быстро не просыпается. Это пудра мусить. Это, наверное, сеточка сильно тонкая. Вот, что дело. Нет, треба было больше помолоть. Ага. Да и я сам на кофемолке уже молол. По-быстрому. Ну, вот так. Так. Посыпаем кунжутом. Так, щедро, не жалеем. О, красота какая. И с корицей. Тут аж трошка лопнула это. А мне наоборот даже нравится, когда вот так выпирает. Ну. Еще одна булочка допекается. Булки получились просто шикарнейшие. Поднялись, я даже таких и не видел. Примерно 20 сантиметров в высоту. Корочка шикарно пропеклась. Вы посмотрите, какая красота. Сделали разные начинки, разную посыпку, чтобы вы потом для себя определились, как лучше. Как и говорила Светлана, булка, та, которая с маком, она разваливается. Вот она чуть-чуть и развалилась. Вот здесь шов. А эта же булка с чем она? С изюмом. Она прям выперла. Посмотрите, какая. Намного она больше. И последняя с маком еще совсем скоро будет готова. Видите, она немножко более светлая, поэтому еще минуток 10 ей дали постоять. Последний готов. Сейчас его будем доставать и украшать. Последние секунды приготовления. Насыпается кунжут еще на горячий пирог, булку. И буквально через считанные мгновения будем с вами дегустировать. Но в моем случае булки остынут немножко. Завершатся там все процессы. И мы уже будем пробовать финальный результат. А вы, друзья, напишите в комментариях, как вам на данном этапе. Но тут видите, как я уже и говорил, мак, он вот так себя ведет. То же самое вот с этой стороны хорошо, а с этой мак хочет уже вывалиться. И булка пока не достается из формы, потому что она хочет вот так вот вывалиться. Дождем, пока она остынет. И не знаю, как у вас, у меня уже слюна идет полным ходом. Если у вас тоже, поставьте лайк, а лучше напишите комментарий. Будет приятно почитать. Посмотрите, друзья, как хорошо бока запеклись. Слюна идет, что аж говорить невозможно. Потому что его чуть-чуть дольше подержали на 10 минут. И насколько бока симпатичнее выглядят, чем вот эти бока. Этот более пропекся, что ли. Вот, и пока доставали, немножко вот здесь мак выходит. Но, тем не менее, выглядит шикарно. Как Светлана говорила, мака надо давать меньше. Но так как я фанат мака и кунжута, то булки так вот развалились немножко. Вот такая красота у нас получилась. Это булочка с маком. И когда ее доставали из формы, чуть-чуть ее прижали. Посыпочка вот такая симпатичная. Мы каждую сейчас попробуем.
с вами. Тоже булка с маком, но посыпка кунжутная. Очень много мака, просто огромное количество. Булочки хорошо подошли, румяные. Запах стоит просто неимоверный. И сейчас вам покажу третью булочку, которая подошла больше всего. Вот такая она. Красивая.
Друзья, мне особенно нравится булка с маслом. Растопленное масло еще на теплой булке. А если еще булка сделана с любовью, и в ней очень много мака, это покорит сердце любого мужчины. Друзья, напишите в комментариях, а с чем вам нравится эта булка? Может быть, с медом или с творогом? Такая пышная, такая вкусная. Это что-то с чем-то. Это гастрономический фурор. А может, вам больше нравится булка из корицы? Вот такая вот пышная, красивая, еще тепленькая, еще даже горяченькая. И на нее много такого теплого, уже растаявшего масла, которое мажется само. Посмотрите, какая красота.